Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, магистр психологии, кандидат биологических наук, а вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня хочу рассказать про такой особый тип клиентов или особый тип людей с РПП, очень сложный, потому что, может быть, это вы, может быть, вы себя узнаете, и в моем видео вы найдете подсказки в отношении того, что вообще я могу с этим сделать. Что это за тип клиентов? Это тип, или тип людей с РПП в данном случае, это тип клиентов, речь шла именно о клиентах, которые известный психоаналитик Нэнси МакВильямс назвала клиентами мертвыми внутри. Не пугайтесь, пожалуйста, этого выражения, но оно красочное и очень-очень хорошо описывает то, что происходит с этими людьми. Они действительно как будто мертвые внутри. Среди людей с РПП такие люди, такие клиенты встречаются во всех группах. Чаще всего это, конечно, люди с анорексией или с таким давним, далеко зашедшим компульсивным перееданием. Булимиков среди них меньше всего, потому что булимия сама по себе это такой активный вид РПП, он всегда про то, чтобы что-то делать, что-то предпринимать, чем-то бороться. А вот эти люди, которых Нэнси МакВильямс назвала мертвыми внутри, отличаются как раз тем, что у них как будто нет никакой жизненной, витальной энергии. Они такие замершие, молчаливые и обесчувственные, и ничего не чувствуют. Почему это происходит? Нет, сначала скажу, что такое витальная энергия. Витальная энергия или жизненная энергия состоит, строго говоря, из трех вещей. Из радости, из интереса и из духа сопротивления. Причем, если радость и интерес – это эмоции, дух сопротивления – это такое состояние, такая особенность личности, за которой обычно стоит способность злиться. Потому что в духе сопротивления много гнева такого, какого черта. Только я не согласен. Там всегда есть гнев за этим. То есть за жизненную энергию у нас отвечают три эмоции. Радость, интерес. Интерес не всегда выделяют как эмоцию, иногда выделяют как чувство, иногда как состояние, но будем считать, что это эмоции. И третье – это гнев. Вот эти люди, о которых говорила Нэнси МакВильямс, и которых мы часто видим в терапии расстройств пищевого поведения, это люди, которых в терапию кто-то привел. Они сами не пришли, потому что они не хотят выздоравливать. Они, строго говоря, ничего не хотят. Они уже замерли и уже как будто приготовились, уже ждут смерти. Причем не обязательно в буквальном смысле ждут смерти, а как будто они ждут, когда все закончится. Потому что все бесполезно, потому что ничего не работает, потому что нет сил трепыхаться. И вот их привели в терапию, и они садятся напротив психолога, смотрят на него и думают: ты не сможешь меня оживить. Никто не смог меня оживить. И ты не сможешь меня оживить. Они молчат. Они не говорят о своих чувствах в терапии. Они ничего не чувствуют. Кроме, может быть, грусти и такого плохо осознаваемого страха вынырнуть из этого вот состояния оцепенения, из этого состояния нежизни, и начать как-то взаимодействовать с миром. Почему так происходит? Так происходит, потому что... Почему исчезает вот эта витальная энергия? Потому что... По двум причинам. Жить больно, и я не знаю, как жить. Вот две причины. Если эти причины сойдутся, мне больно жить, и я не знаю вообще, как жить, тогда существует вероятность, что с человеком произойдет именно это. Иногда, кстати, оговорюсь, иногда это происходит после того, как человек много-много-много раз попробовал.
у него как будто заканчиваются силы, чтобы бороться. На самом деле у него не заканчиваются силы, он отказывается от борьбы. Вы знаете, есть такое мнение об утопающих людях, что люди тонут тогда, когда перестают бороться, что пока ты как бы гребешь, да, пока ты трепыхаешься, ты все равно на поверхность как-то тебя там где-то вдохнешь воздуха, какое-то время ты так будешь держаться. Но в какой-то момент человек просто сдается и умирает. Вот еще среди этих клиентов, среди этих людей с РПП есть люди, которые сделали много попыток, много раз полежали в больницах, обращались в терапию, пили таблетки, сами что-то пытались много-много раз, и потом они уже такие: все. И происходит полное такое отключение чувств, отключение желаний, отключение вот этого самого духа сопротивления и такая штиль такой внутри, только малейшая, что особенность такой, штиль-то штиль, но малейшее шевеление больно. То есть лежишь вот так, в психологическом смысле, вроде нормально. Чуть только начал что-то разговаривать, думать, не дай бог что-то почувствовал, больно, замираем. Нельзя сказать, что таких людей, что в РПП таких людей большинство, но они есть, и это приличная доля. И, как правило, им действительно очень тяжело помочь, потому что они не помогают психологу. Психолог ведь, он же не может в человека насильно запихать какую-то волшебную таблетку, чтобы хочешь не хочешь, а выздоровел, да, там, неважно. Нет, психолог помогает клиенту разобраться с его проблемами, но делает, думает и чувствует все равно клиент. И для того, чтобы какая-то психотерапия стала возможным, нам нужно опираться на чувства. Нам клиент должен принести какие-то свои переживания. То есть принести в смысле на сессию. Пусть он хотя бы на нас там злится, пусть он хоть что-то чувствует. И тогда мы сможем за это схватиться и потянуть. Но эти люди, которые отключили свои чувства, у них нет ни интереса, ни радости, ни даже злости, за них зацепиться практически невозможно. Более того, как я уже сказала, из-за того, что каждое движение вызывает боль, как только вы за что-то зацепитесь, как только они сразу закроются и снова все отключат. А если смогут, уйдут из терапии. Им очень трудно помочь таким людям. И если вы чувствуете, что вы такой человек, возможно, хотя вы зачем-то смотрите это видео, значит, все-таки какой-то интерес у вас есть. И какой-то дух сопротивления своему состоянию у вас есть, пусть даже маленький. Но если вам кажется, что это как раз вы, вот если вы чувствуете себя мертвым внутри, если вы чувствуете, что у вас нет ни радости, ни интереса, ни даже злости, то я могу сказать вам, что нужно делать и как вы можете себе помочь. Еще раз. 3 составляющие жизненной энергии. Радость, интерес и дух сопротивления, за которым стоит гнев. Оживать мы начинаем в обратном порядке. Оживать мы начинаем сначала всегда с гнева. Разрешите себе злиться на свою болезнь, только не на себя. Вот это часто у всех есть. Хотя вот таких вот, которые уже совсем омертвели, да, там уже и на себя злости нет, там одна обреченность. Но научите себя, разрешите себе, научите себя, позвольте себе злиться. Это самый первый шаг. Это супер базовая эмоция. Она в вас есть. Найдите ее, нащупайте и раздуйте ее, как, знаете, вот как уголек, чтобы костер загорелся. Вот вдохните в гнев силу жизни. Пусть его станет много. Второй этап – это интерес. Начните интересоваться жизнью, попытайтесь, посмотрите, какого оно цвета, какое оно на ощупь, как оно выглядит, как оно шуршит.
Вот такие мелкие-мелкие вещи, которые задействуют все ваши органы чувств. Что за звук, что за запах, какого цвета, что если я это потрогаю, оно теплое или холодное. Делайте это как упражнение, делайте это намеренно, делайте это регулярно. Просто обращайте внимание на предметы вокруг вас. А за этим неизбежно всегда потянется радость. Потому что когда вы начинаете замечать жизнь вокруг вас, когда эта жизнь сама по себе начинает наполнять нас радостью. Радость неизбежна в такой ситуации. Как только мы начинаем видеть мир, как только мы начинаем видеть, выходим из состояния автопилота, когда глаза повернуты внутрь, когда я вижу и чувствую только то, что происходит внутри меня, если там вообще что-то происходит. Когда мы разворачиваем свое внимание наружу, появляется радость. Это просто так работает. Я не знаю почему, это просто так работает. Поэтому, если вдруг вы почувствовали, что вы и есть тот человек с РПП, который чувствует себя мертвым внутри, у которого внутри пустота, пустыня, ничего нет, ни чувств, ни желаний, ни надежд, ни веры в то, что когда-то можно выздороветь, вдохните в себя жизнь. Сделайте это усилие. Помогите вашему психологу, если вы с ним работаете, но вы можете попытаться сделать это и сами. Гнев – первый этап, интерес – второй этап и радость – третий этап. Гнев даст вам дух сопротивления, и это даст вам силы для того, чтобы продолжать. Обратите внимание, что если гнев направлен на вас самих, иногда, знаете, используют такую фразу «разозлись на себя». Да, она как бы на себя, на самом деле не совсем на себя. Как бы разозлись на ситуацию обычно это означает. Разозлись, что ты не можешь с чем-то справиться. У людей с расстройством пищевого поведения очень много злости на себя. И, как правило, вся злость на себя – это злость, которая изначально должна была быть направлена куда-то еще, но нам туда страшно, небезопасно, и поэтому мы ее направляем на безопасный объект, то есть на себя, наказать себя, уничтожить себя, изменить, переделать, исправить себя. Найдите адрес этого гнева, разверните ее и злитесь. Это даст вам дух сопротивления. Вот, собственно, все, что я хотела рассказать сегодня. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, на мои социальные сети, на мой телеграм-канал, обязательно подпишитесь. Там, не забывайте, там есть чат, в котором можно пообщаться с другими людьми с расстройством пищевого поведения, выздоравливающими от расстройств пищевого поведения, и со мной тоже. Не забудьте про нашу конференцию осенью. Приходите и ищите меня в социальных сетях, если я вам нужна. Пока!